Наука не стоит на одном месте и движется вперед семимильными шагами. Еще живо поколение, при котором телефоны были настолько редки, что надо было выходить на улицу и идти к единственному на квартал таксофону, чтобы позвонить кому-то, а тот, кому вы звоните, в свою очередь, стоял в условленное время у другого таксофона на улице или на почте у себя в городе и ждал вызова. Да, собственно, я сам из такого поколения. А сейчас у каждого в руке не просто телефон, а целый коммутатор, появление которых прогнозировали еще в середине 90-х, да даже раньше. Теперь у каждого даже не один телефон, а несколько. У каждого дома компьютер, да и в кармане тоже. Автомобильными системами управляют навигационные и сервисные компьютеры. Буквально за 30 лет мы совершили научный прыжок, и не один. Та жизнь, что была тогда, раньше, кажется нам каким-то диким варварством и примитивным совком. А то, что было 100 лет назад, уже и представить невозможно. Сейчас мы знаем о природе Вселенной все, а то, что не знаем, откроем в кратчайшие сроки. Но так ли это? Куда мы идем? В каком направлении? И кто нас туда ведет? Всем привет! Вы снова на канале «Эпоха недоверия» с Михаилом Калмыковым. И сегодня мы немножко поговорим о современных точных науках. Поэтому без лишних предисловий сразу к делу. Ну а те, кто не в теме, разберетесь по ходу ролика. Часть первая. Лирики и физики. Большинство людей на этой планете четко разделяют между собой точные науки и гуманитарные. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Оно и понятно. Точные науки именно поэтому и назвали точными, что результат их выводов и расчетов прогнозируем и повторяем в одинаковых условиях в любое удобное время. На этом, собственно, и построены все наши технологии. Мы точно знаем, что получим на выходе, если произведем такое-то конкретное действие. Ну, например, подав на процессор компьютера строго заданное количество напряжения на строго заданный транзистор или группу транзисторов, мы получим на выходе строго отмеренный результат. На этом принципе получения точного и нужного результата работает буквально все. Начиная от простых реле до сложнейших вычислителей. От электрической розетки у вас дома и до деталей двигателя в танке. От стиральной машины до смартфона у вас в руке. От простой винтовки до космической ракеты. Мы точно знаем, что получить и как это получить. Однако, все же встречаются необъяснимые случаи при работе с техникой. Каждый из нас хоть раз с таким сталкивался. Вроде все идет точно по запланированной схеме, но результат получается непредсказуем. Эти случаи довольно редки и в подавляющем большинстве легко объясняются нарушением технологического процесса, некими незапланированными и неучтенными обстоятельствами. И в итоге наши инженеры устраняют или сводят к минимуму и такие непредвиденные случайности. Правда, чем сложнее система, тем больше таких ошибок вылезает. Но среди океана таких заурядных ошибок все же встречаются крайне незаурядные и до сих пор необъяснимые. И вот тут мы впервые начинаем видеть связь, прямую связь между философией и точными науками. Причем связь настолько прямая, что просто поразительно. А все дело в том, что на самом деле мы слепы. В буквальном смысле слова. Все, что мы знаем о природе, это результат опыта, статистического накопления данных, а потом их анализа. И вот как раз в нем главную роль играет философия. Воображение, если хотите. Философия подводит базу под накопившиеся факты,
рисует картинку происходящего в голове у ученых и инженеров. Таким образом, вооружившись этим базовым предположением, картинкой, начинает работать мысль инженера, физика, математика, химика, и в итоге они производят на свет формулу взаимодействий различных природных сил или химических элементов, например. Чтобы было понятно, как это работает, далеко ходить не будем. Приведем в пример, электричество. Философская база, объясняющая нам его поведение, основана на аналогии с водой и ее течением по трубам. И в большинстве случаев это работает. И такого понимания вполне достаточно. Именно поэтому в младших классах, рассказывая об электричестве, проводят такую аналогию. Да и само слово «ток» как бы намекает, что по проводам что-то течет. Эта философия позволяет нам вовсю использовать электричество во всех сферах своей жизни. Но есть одно «но». Уже даже во втором, более прагматичном приближении понимаешь, что ток имеет мало общего с водой. Во-первых, он никуда не течет и не бежит. Он просто есть. У него нет скорости потока, например. Зато есть напряжение и сила. И вот уже на этой стадии большинство перестают понимать, что это. У нас есть куча примеров их зависимости друг от друга. Формулы, по которым мы искусно управляем и тем, и другим. Но базовое понимание уже начинает прихрамывать. Ладно, прогресс позволил нам перешагнуть через это, и была составлена более узкая базовая платформа. И вот уже те, кто работает с электрикой, понимают, что пример с водой не годится. Однако есть формулы и схемы, заученные наизусть. И мы продолжаем пользоваться электричеством. Но чем дальше в лес, тем толще партизаны. Углубляясь в тему еще дальше, мы понимаем, что существует фаза, ноль, разность потенциалов, индукция, сопротивление, магнитное поле, переменное магнитное поле, статика и так далее и тому подобное. И в конце концов мы доходим до предела и понимаем, что по проводам каким-то волшебным образом передается заряд. Ровно это и говорил Майкл Фарадей в середине 19 века. То есть получается, что на самом деле мы 200 лет топчемся на одном месте, и мы ничего не знаем о заряде, кроме того, что он есть и в чем-то измеряется. А потом выясняется, что он может передаваться и вовсе без проводов. Все, тупик. Дальше философской базы больше нет. Есть только отдельные ее куски, объясняющие наглядно тот или иной эффект. Нет, конечно, это не мешает нам продолжать пользоваться электричеством и создавать все более и более сложные устройства. Но понимания целой картины больше нет. А без нее невозможно составить формулу. К нашему счастью или несчастью, на таком уровне проблемой занимаются уже ученые. И вот эти люди настолько вымуштрованы и специально обучены, что философия полного понимания им больше не нужна. Для каждого конкретного случая они сочиняют свой собственный маленький кусочек базы и, отталкиваясь от него, создают формулы. А если это невозможно, то просто пишут правила и учат их наизусть. Например, закон электромагнитной индукции все того же Фарадея. Но даже для него составляют различные объяснения про наблюдателя, движущегося вместе с некой точкой, который видит изменение магнитного поля. Некоторые также приводят в сравнение все ту же воду, бегущую по трубам. При этом мы не знаем ни что такое заряд, ни что такое магнитное поле. Но в этой кастрированной философии человек как бы видит поле. Видит, как дождь идет сквозь трубу и тому подобное. Это объяснение кастрированное не потому, что я хочу кого-то оскорбить, а потому что оно действительно обрезано. Лишь маленький кусочек картины, только для понимания учащегося, чтобы человек начал понимать. Потом, когда понимание намертво закрепится в голове ученика, ему скажут, что никакой поток через магнитное поле на самом деле не идет. Но к тому времени
Он уже забудет первоначальное объяснение и в качестве аргументов в любом споре или исследовании будет твердить про закон индукции Фарадея, думая, что именно это и является доказательством. Но для того, чтобы человек понял и принял это знание, ему хотя бы на стадии обучения все равно нужна картинка. И вот эту задачу выполняет гуманитарная составляющая. Как видите, оказывается, без философии, без базового понимания, без картинки в голове точная наука никак не может развиваться. Но точного понимания картины Вселенной у нас до сих пор почему-то нет. Есть только вот такие костыли, которые просто закрывают зияющие дыры в познании. Просто чтобы человек не задавал лишних вопросов и шел дальше. Давайте я еще раз покажу на примере разницу между тем, что мы действительно понимаем, и философскими костылями. Число π. Мы точно знаем, что это такое и что оно отображает в нашей Вселенной. Это просто соотношение длины окружности к ее диаметру. И все. Во всей нашей Вселенной, в любой системе счисления, на любом языке и у любой цивилизации оно будет одинаковым. Это 3,14,15,92,6 и так далее. Может, потому ученые и пытаются выяснить это число до миллиардных знаков после запятой, потому что это одно из немногих знаний, которые мы знаем и понимаем вот прям точно. Или сумма углов треугольника. Она всегда будет равна 180 градусам. Хотя тут уже посложнее. В разных системах отсчета это количество может меняться, но принцип точно будет один и тот же. Углов просто сумма всех углов будет равняться половине полного оборота вокруг своей оси. Все. Везде во Вселенной. В чем бы ни измерялось, в градусах, граммах, долларах или часах, в любой системе счисления. Вот так выглядят точные научные данные. И когда мы смотрим на теорему Пифагора, мы точно знаем, почему в формуле стоит каждая из переменных и что именно она выражает. Часть 2. Мир теней. Но чем больше мы углубляемся в познание, тем менее очевидным становится подобное выражение. Да, у нас есть картинка, составленная философами еще в 18-19 веках, о том, что каждый атом устроен из протона, нейтрона и несущихся вокруг них с сумасшедшей скоростью электронов. Но уже тогда наука шла в этой области на ощупь, не имея никакой возможности видеть атомы. Ученые и философы строили модели, примеряя их на совпадение к уже вычисленным опытным путем формулам. Так и сложилось в итоге наше современное миропонимание. Да, нам кажется, что оно очень похоже на истину, потому что работает. Мы уже видели фотографии атомов, полученные с помощью электронных микроскопов. Но они довольно нечеткие. И вот в 1990 году мы получаем сканирующий туннельный микроскоп. Чудо научной мысли. По заявлениям инженеров, он может не просто четко видеть каждый отдельный атом, а даже передвигать их, именно атомы. И вот, чтобы доказать такую возможность, они составили логотип компании IBM из 35 атомов ксенона и сфотографировали его. Посмотрите, насколько великолепно это выглядит. Насладились триумфом творческой мысли гениев? А теперь давайте разберем это фото более подробно. Предположим, что эти фото подлинные. Тем более, что я и сам от души на это надеюсь. Сначала посмотрим на сами атомы ксенона. Их четко видно на каждом фото. И вот тут мы испытываем первый культурный шок. Каждый атом ксенона имеет форму капли с острым конусом сверху.
Так обычно выглядит самая обычная капля, скажем, оловянного припоя на любой микросхеме. Но не атом, поскольку это не молекула, а отдельный атом, который по определению должен быть идеальной сферой. Ведь его границы образованы размазанным во времени и пространстве электроном, вращающимся вокруг протона со скоростью несколько миллиардов оборотов в секунду. На такой скорости образовать фигуры с острыми углами, простите, не верю. Овал, конечно, может получиться за счет смещения эксцентриситета орбиты, но конус, да еще и с шероховатостями на поверхности, нет. Но это еще не все. Согласно утверждению, эти атомы были выложены на подложке из никеля. Подложку мы видим. А что же никель? Вот смотрите, атом ксенона, по утверждениям самих химиков, измерить сложно, ибо в разных условиях измерений он дает разный размер. Но в целом его радиус составляет от 170 до 218 пикометров. А атом никеля, на котором лежат наши буквы, имеет радиус от 115 до 125 пикометров, но всего в 2 раза меньше атома ксенона. А это значит, что на фото мы должны видеть не просто подложку, а четкие атомы никеля. Вы их видите? Я нет. Так что же на самом деле мы видим? Конечно, первое, что приходит в голову, это фейк. И заинтересованные стороны отчетливо видны. В первую очередь сама компания IBM и другие крупные производители электроники. Но что если фото реальное? Тем более работы со сканирующим туннельным микроскопом и передвижение отдельных атомов не прекращаются. Вы можете найти в интернете гораздо более свежие фото и видео с таких манипуляций. Теперь рисуют гораздо более сложные картинки, человечков. Но странный внешний вид атомов сохраняется. Они по-прежнему немного конусообразные, словно капелька. А теперь к ним добавилось еще кое-что. Теперь мы видим атомы на подложке, но то, как именно мы их видим, изумляет еще сильнее. Они скрыты каким-то слоем, словно бы водой. Лишь едва угадывается, что под поверхностью этого полужидкого слоя находится что-то еще. А на некотором расстоянии от созданной фигуры мы видим углубления в форме все той же фигуры, которые повторяют ее очертания, словно бы круги на воде. Или словно бы фигура мягко утоплена в вязкую структуру. Но ведь ничего такого быть не должно. Мы должны видеть только атомы. Какая вода? Хорошо, допустим, это погрешности фокусировки. Но согласитесь, червячок сомнения уже начинает грызть. Что это? Что мы видим? На самом деле, все эти волны и неправильные формы атомов объясняются просто. Мы видим это изображение не глазами. Сканирующие микроскопы, как туннельный, так и атомно-силовой, как бы трогают поверхность с помощью кантилевера, специального щупа. Он представляет из себя некую иглу, либо волновод. Дальше есть небольшие различия в способе передачи изображения. Например, в атомно-силовом микроскопе применяется отраженный от задней зеркальной поверхности кантилевера лазерный луч, считывающий малейшие изменения положения зеркала и передающий каждое свое положение на позиционно-чувствительный светодиод. Другими словами, мы не видим того, что есть на самом деле, а создаем некую воображаемую картинку, полученную с помощью ощупывания. Более того, в туннельных микроскопах контакта с исследуемым объектом как такового вообще нет. Между изучаемым атомом и зондом кантилевера идет постоянный ток, и уже на основе изменений в токе формируется изображение. С одной стороны, все достаточно просто. С другой стороны, мы понимаем, что на самом деле это мир теней. Возникает вопрос, а что на самом деле мы видим в итоге? Щуп кантилевера
не может составить картинку того, что находится под атомом, и даже сбоку, поскольку его манипуляции ограничены одной степенью свободы – сверху вниз, ну и чуть-чуть вбок. А та самая картина, что мы наблюдаем в интернете, составлена программно, основываясь на показаниях щупа в каждом пикселе. Это довольно долгий процесс. И как вы уже догадались, программа добавляет много собственных правок в соответствии с общепринятой теорией. Но и после этого изображение получается крайне нечетким, и оно дополнительно корректируется в фоторедакторах. Чтобы стало понятно, что такое этот мир теней, представьте, что вы сидите перед столом с завязанными глазами. Вы можете ощупать поверхность стола рукой, но у нее тоже всего одна с половинкой степень свободы. Допустим, потому что она целиком загипсована, перемотана бинтами и выпрямлена с помощью прямой палки внутри гипса. Вы ощупываете поверхность стола и натыкаетесь рукой на шар. Чем чувствительнее и тоньше у вас рука, тем более точную картину вы составите. Но что именно это за шар, от вас скрыто. Это может быть яблоко, а может быть бильярдный шар, может быть маленький арбуз, а может глобус, гиря или бумажный шарик. Он может быть цветным или черным, монолитным или составным, каким угодно. Вы этого не видите. Все ваши сведения сводятся к тому, что, наверное, это все-таки сфера. И все. А теперь представьте, что вы ощупываете поверхность не просто загипсованной рукой, а всего одним пальцем от этой руки. Возможно, это не очень удачный пример, но на нем понятно, что, скорее всего, вы составите картинку об этом предмете, исходя исключительно из тех данных, что у вас есть. И любые новые данные, выходящие за рамки ваших знаний, вы либо попросту не заметите, либо начнете интерпретировать, притягивая за уши к вашей философской базе. Но если там что-то и вовсе невообразимое, то таким образом вы никогда этого не узнаете. Причем все это не помешает вам пользоваться предметом. Вы можете взять его, положить на еще один такой же, или выстроить из них фигуру, пропустить ток или запихнуть бит другой информации. Все это будет возможно, но к пониманию того, чем именно вы пользуетесь, вас это вряд ли приблизит. Более того, если ваши цели будут выполняться без помех, например, если вы хотите выложить фигуру из шариков, то вам и не понадобится менять свою картину мира. Какая разница, выкладываете вы ее из теннисных шариков или круглых стеклянных лампочек, а может из мини-глобусов или круглых кирпичиков, не имеет значения. Цель достигнута и работа выполняется. Чтобы менять картину мира, философию, нужно достичь критического уровня противоречий между ней и реальностью. На самом деле, мы давно перешагнули этот барьер. Но призывать к дальнейшей проработке картины мира идеологов и гуманитариев уже даже не пытаются. Потому что гуманитарии рано или поздно постоянно приходят к мысли об эфире. А ученым по какой-то неведомой причине этот вариант совершенно не подходит. Была придумана квантовая физика, состоящая из сплошных обрывков, костылей и допущений, противоречащих друг другу. Однако об этом мы уже говорили и еще не раз поговорим. Но сейчас подходим к главной теме этого ролика. Все, что я только что сказал выше, было сказано с одной единственной целью – показать, что, во-первых, любые работающие формулы будут продолжать исправно работать, независимо от степени нашего понимания этого мира. Это как в примере с деревьями и ветром. Неважно, считаете ли вы, что деревья своим колыханием листьев порождают ветер, или наоборот,
ветер колышет листья. Все формулы, касающиеся колыхания листьев и ветра, будут одинаковыми при обоих взглядах на мир. Однако, если вы захотите познать этот мир дальше своего леса, вам придется поменять идеологию и убедиться, что именно ветер колышет листья, а не наоборот. Иначе вы просто не сможете, например, путешествовать под парусом по морю. Хотя, наверное, сможете, но будете уверены, что где-то далеко, за океаном, растут гигантские деревья с листьями в несколько километров диаметром, которые создают ветер настолько сильный, что он дует в море. Именно поэтому понимание того, откуда берутся в формулах те или иные цифры и значения, настолько важно. Понимать, что выражает та или иная переменная в формуле, почему в ней стоит именно это число, а не какое другое. Но в некоторых прекрасно работающих формулах некоторые цифры выражают буквально неизвестно что. Но ведь так не бывает. Часть третья. Непостоянная. Постоянная. Как вы уже, наверное, догадались, я имею в виду формулу расчета силы гравитации между двумя объектами. В классическом варианте, ньютоновском, эта сила гравитации, записывается вот такой формулой. И почти все в ней довольно понятно. Давайте попробуем прочитать ее не на математическом, а на простом русском языке. Итак, масса первого объекта умножается на массу второго. Почему именно умножение, а не сложение, объяснить довольно легко. Два тела находятся на расстоянии друг от друга, а значит масса одного объекта целиком воздействует на каждый отдельный атом другого объекта со всей своей полной силой. Поэтому их массы не складываются, а перемножаются друг на друга. С этим понятно. Далее эти объекты разделены неким расстоянием. Логично, что чем дальше расстояние, тем меньше воздействие. Поэтому получившуюся в результате перемножения масс силу нужно разделить на расстояние. Точнее, квадрат расстояния. Это происходит согласно закону обратных квадратов. Этот закон, описывает распределение неких сил или энергий внутри некого сферического пространства. Таким образом, мы получаем расшифровку формулы тяготения. Масса первого объекта, умноженная на массу второго и разделенная на квадрат расстояний между ними. Все правильно? Вроде бы да, ничего не забыли. И эта формула не работает. Но как же так? Мы ведь правильно ввели. Это та самая формула Ньютона, описывающая закон всемирного тяготения. Давайте и тут разберемся. Во-первых, да, это именно она в точности. И мы совершенно правильно ее интерпретировали. Поэтому если она не работает, значит либо она сама по себе неверна, либо мы забыли учесть какую-то переменную. И действительно, в современных вычислениях в этой формуле присутствует еще одно значение – так называемая гравитационная постоянная, на которую надо умножить полученный результат. И тогда все сходится и начинает работать. Но Ньютон никогда о ней не писал и никогда не добавлял в свою формулу. Откуда же она взялась? А неизвестно. Неизвестен достоверно ни момент ее появления в формуле, ни ее автор. Просто как-то сама собой появилась. Есть только предположение, что появилась она, возможно, в начале XIX века и опять-таки, возможно, введена французским физиком Пуассоном в его трактате о механике 1809 года. Но это совсем не точно, поскольку само открытие никак не освещалось, а Пуассон уже воспринимал ее как само собой разумеющееся. О загадке появления этой переменной в формуле всемирного тяготения уже писалось много статей и снималось много роликов.
Поэтому я не буду заострять свое внимание сейчас на этой истории, которая, безусловно, интересна и требует отдельного ролика. Нам же сейчас интересно другое. Мы с вами четко определили, что означает каждая из переменных в формуле, зачем они там нужны и что выражают. Здесь миропонимание работает. Идеология не сбоит, восприятие мира верно, но формула не работает. Но вдруг из ниоткуда появляется загадочная переменная, и вот с ней формула начинает работать. Однако мы понятия не имеем, что именно выражает это число. 6,674 тысячных и так далее. Давайте попробуем разобраться и с этим. Во-первых, как мы видим, у нее довольно странная, если не сказать кошмарная размерность. То есть эта переменная измеряется не в ньютонах, не в килограммах, не в метрах. Ее размерность – это некий объем с массой и скоростью. Дикость какая-то. Что в нашем мире может иметь такую кошмарную размерность? Вопрос отнюдь не праздный, ибо, как мы видим, все остальные переменные в формуле тяготения абсолютно понятны, так же, как и понятны их взаимоотношения друг с другом. Но есть что-то такое, что, с одной стороны, существует и оказывает решающую роль как на взаимодействие между объектами, так и на саму формулу и ее работоспособность. А с другой стороны, это самое нечто определенно есть, но мы также определенно его не видим. Именно поэтому изначально оно не было включено в формулу. Ньютон просто не видел это нечто, так же, как и мы, до сих пор. Однако из формулы выходит, что это нечто не просто всеобъемлющее, но и постоянно, везде, на всем протяжении Вселенной. Единица измерения этого нечто состоит из массы, объема и скорости. Единственное, что подходит под это определение, это, собственно, само пространство. Сам космос, который вроде бы пуст, и поэтому вакуум не принимался в расчет. Но только добавление в формулу тяготения гравитационной постоянной делает формулу действительно рабочей. Название этому давно известно. И еще во времена Ньютона существовало одновременно два взгляда на Вселенную. В одном она была пуста, а в другом заполнена эфиром. Победила, как мы знаем, точка зрения о космосе как о пустом пространстве, в вакууме. Но при этом формулы не работали. И вот именно эфир, точнее его числовое значение, выраженное в гравитационной постоянной, и позволил сделать формулу всемирного тяготения рабочей. Само же определение эфира вынесли за скобки, чтобы не мозолило глаза. Вот так и получилась работающая формула, где все значения понятны и ясны, а одно значение скрыто за неким числом. Итак, с понятиями разобрались. Подставив вместо невнятных цифр слово «эфир», мы начинаем понимать смысл того действия, что происходит в формуле. Но все же до сих пор до конца не ясно, какое состояние эфира выражает это число. И снова вспоминаем, что сейчас мы говорим о гравитации, взаимном притяжении тел. В этой формуле основными размерностями выступают расстояние между телами и их масса. Однако пространство между телами не пустое, оно заполнено эфиром. И поскольку масса и объем являются неотъемлемыми составляющими гравитационной постоянной, то логично сделать вывод, что данное число выражает некую плотность пространства в заданном объеме. Теперь встает на место и понятие гравитации как уплотнение пространства, которое словно воронка начинает собирать и скатывать в себя окружающую материю. Да, мы знаем, что пример с шарами на натянутом полотне давно и активно вымарывается отовсюду как неправильный. Возможно, даже недоказуемый. Или нет? Мы много раз видели трехмерные модели искривления пространства. По крайней мере, создать их на компьютере совсем несложно. Да что там картинки? Любая неевклидова геометрия вообще, Лобачевского, Римана, построена на возможности искривления пространства. Снова и снова мы видим тень неких волшебных сил, которые то тут, то там
ненавязчиво проявляют себя, стараясь как можно больше оставаться в тени, но при этом то случайно подсунут правильную переменную формулу гравитационного притяжения, то придумают Кавендиша с его крутильными весами, и все время постоянно настойчиво отводит нам глаза от эфира. Может быть, я преувеличиваю и выдаю желаемое за действительное? Давайте проверим. Если пространство действительно состоит из эфира, чуть больше, чем полностью, а формула гравитационной постоянной выражает его плотность, то есть ли возможность как-то это проверить? Мы знаем, что гравитационная постоянная – это довольно странная величина. С одной стороны, она считается одной из планковских единиц, то есть основных единиц измерения во Вселенной. Это скорость света, постоянная Дирака, постоянная Планка, постоянная Больцмана и, собственно, гравитационная постоянная. Из этих величин складываются все остальные величины во Вселенной. Причем из всего вышеперечисленного сходу неподготовленному человеку понятно разве что скорость света. И теперь, видимо, гравитационная постоянная. А остальные же величины надежно скрыты под какими-то фамилиями. С другой стороны, хоть она гравитационная и постоянная, но поймать ее точное значение до сих пор почему-то надежно не удается. Каждое новое измерение новым прибором и новой командой дают новое значение. И вот это самое интересное. Поразительно то, что погрешность в измерении настолько велика, что мы до сих пор не можем уточнить число даже до третьего знака после запятой. То есть инженеры, математики создают все более новые и более сложные приборы для измерения гравитационной постоянной, убирают из зоны исследования все лишнее, что только может повлиять на результаты, вплоть до случайных магнитных полей и даже воздуха. Само собой, что создавая прибор или установку, инженеры тщательно просчитывают допуски и точно знают, какая погрешность в измерении может быть. Однако на деле погрешность каждый раз превышает допустимые пределы не просто на какие-то значения, а в разы. Причем как в одну, так и в другую сторону. Разве такое возможно? Чтобы на протяжении десятков лет и сотен измерений стабильно выдавались ошибки, превышающие все допустимые пределы. Что-то тут не сходится. Давайте посмотрим на график измерений и полученные результаты незамыленным взглядом. С большого расстояния, так сказать. Главное значение, найденное еще Генри Кавендишем в 1798 году, не меняется. Оно равно 6,67. Поэтому на него мы смотреть не будем. А обратим наше внимание только на третью и четвертую цифры после запятой. Именно их никак не могут поймать. Итак, измерения 1982 года дают нам цифру 25. Измерения, проведенные спустя 14 лет, в 1996 году, показали значение 29. Еще через год почти 40. Еще через 3 года 43. Еще через год 55. Еще через год 42,5. Еще через год 38. Через 2 года 22. Еще через год 43. В 2009 35. В 2010 24. Каждый раз измерения проходили с разной допустимой погрешностью. Однако каждый раз реальная погрешность выходила далеко за рамки допустимой. Однако посмотрите на это со стороны. Вам это ничего не напоминает? Да, это график волны. Мы воочию наблюдаем сжатие и растяжение плотности пространства эфира во временном диапазоне. Думаю, что ученые пришли к аналогичным выводам и в 2014 году провели сразу несколько замеров в разных лабораториях по миру. Результаты были опять-таки разными – от 19 до 55 в течение года. Что ж, это значит, что либо я не прав, и тут что-то совсем другое, либо волны сжатия и растяжения пространства
движутся гораздо быстрее, чем раз в 10 лет. Для этого необходимо проводить замеры в одной и той же установке в течение всего года. Так и поступили. И в результате непрерывных замеров в течение с 2015 по 2018 год также получали волнообразные результаты. Хотя приборы стояли примерно одни и те же, в одной и той же лаборатории. Полный материал по этому исследованию вы можете прочитать в источнике. Это журнал Nature, выпуск от 29 августа 2018 года. Статья называется «Измерение гравитационной постоянной двумя независимыми методами». Конечно же, прежде чем сделать заявление о замере изменения плотности пространства эфира, ученым необходимо убрать любые иные варианты. В частности, в одном из экспериментов они объясняют суточное изменение показаний прибора старением фибры, специально изготовленного кварцевого волокна, используемого в эксперименте. Тем не менее, объяснить такими вот частными случаями общую картину как-то, на мой взгляд, не получается. Таким образом, наша наука вновь и вновь в лоб сталкивается с существованием эфира. Уже совсем не просто придумывать все новые костыли, закрывающие зияющую брешь в познании. И одновременно с этим, думаю, у каждого рождается вопрос: зачем? Зачем так тщательно скрывать существование эфира? Кому он помешал? На самом деле, ответ на этот вопрос чудовищно прост и лежит буквально на поверхности. Однако об этом давайте все же в одном из следующих роликов.